Некоторые из этих видов вооружения успешно прошли испытания на полях сражений, некоторые заглохли в стадии разработки. Над ними трудились лучшие инженерные умы, однако они так и остались необычными проектами, о которых мало кто слышал. Воздушные минные поля. Англичане, боясь нападения Германии, предлагали множество идей защиты. Среди них, воздушные минные поля, идея состояла в том, что при приближении вражеских самолетов в воздух выстреливались сотни ракет, которые на высоте с десяток километров выбрасывали до 20 небольших бомбочек на парашютах, соединенных стальной проволокой. Также предлагалось использовать воздушные шары, которые поднимались на определенную высоту и на тонкой стальной проволоке длиной 12 метров несли подвешенную жестянку с взрывчатым веществом воздушная мина. Предполагалось, что самолеты будут цеплять эту проволоку и взрываться в воздухе. Мини-танки «Голиаф». Устройства, которые использовались для подрыва вражеских танков, были сами похожи на маленькие танки и управлялись при помощи пульта дистанционного управления. Назвали эти устройства, которые подбирались под танки противника, «Голиафами». Изначально они управлялись с помощью кабеля, длиной 650 метров, но затем перешли на радиоуправление. Немецкое командование выпустило 7,5 штук таких танков и было весьма ими довольно. Фунрю – яростный дракон. Япония к концу Второй мировой войны разработала серию зенитных управляемых ракет, однако капитуляция Японии закрыла проект. Было создано и испытано несколько образцов ЗУР Фунрю, которые, вместе с наработками, были уничтожены. Боевой траншеи-копатель НЛЕ Naval Land Equipment, НЕЛИ, предназначался для рытья траншей, окопов, а также как переправа для военной техники в условиях оврагов или окопов противника. Общая длина траншей копателя НЛЕ Маркой в рабочем положении превысила 23,6 метра. Снаряженная масса автомобиля определялась в 130 тонн. Во время эксплуатации боевой траншей копатель должен был закапываться в землю на глубину 1,5 метра. Сам Черчилль участвовал в продвижении данной машины, так как хотел найти способ позволить британским войскам и припасам продвигаться в относительной безопасности и быстро прорваться через линию фронта Германии. В июне 1941 года был испытан первый и единственный укомплектованный образец траншейной машины НЛЕ Маркой. Весь проект был отменен в 1943 году. Левенс Large Gallery Flammy Proyector. Огнеметы Левенса – огромное орудие, состоявшее из баков с топливом, трубы диаметром 360 мм, 17 метров в длине, весил 2,5 длинных тонны и требовал для установки 300 человек, управлялось экипажем в 8 человек. Максимальная дальность стрельбы составляла 90 метров. Из него можно было выстрелить всего 3 10-секундными очередями. Интересно, что огнемет послужил источником вдохновения для кинематографического изображения огнедышащего главного персонажа антагониста огнедышащего дракона Смауга. Проект Хабакук. Проект Авакум. Британская концепция строительства авианосца длиной более километра из дерева и льда. Да, все верно. Оба ресурса были широко доступны и дешевы, однако в итоге выяснилось, что хотя ресурсы были дешевыми, строительство и логистика для такого проекта на самом деле были довольно дороги и от него отказались. Изготовлена склеенная модель из пайкрита. Пайкрит – это замороженный ледяной сплав, первоначально состоящий из примерно 14% опилок или другой формы древесной массы, например, бумаги, и 86% льда. Паньяндрум, также известный как Великий Панджандрам, представлял собой массивную тележку с ракетным двигателем и взрывчаткой, разработанную британскими военными во время Второй мировой. Это два больших колеса с ящиком с взрывчаткой посередине, приводимые в движение ракетами. В конце концов, от идеи отказались, потому что она все время опрокидывалась. Бачимба-349 Натер, гадюка. Первый вертикально стартующий немецкий одноместный ракетный истребитель-перехватчик. Боевых вылетов ВА-349 не совершил. Всего было построено 36 самолетов. Из оставшихся после испытаний 16 машин 10 было уничтожено на земле при наступлении союзников, 4 перевезены в США, где 3 из них находятся в музеях. По одному экземпляру захватили советские и британские войска. Панзеркампфваген 3 Ялстоучпанзер, водолазный танк. Водолазный танк мог работать под водой до 20 минут. Таучпанзер был произведен путем заделки всех отверстий на Панзер-3 водонепроницаемым составом. Воздух подавался по гибкому шлангу длиной 18 метров и направлялся к бую, плавающему на поверхности, с воздухозаборником длиной 1,5 метра над буем. Максимальная рабочая глубина составляла 15 метров. Конструкция была испытана в августе 1940 года. Всего было произведено 168 Таучпанзер-3, а в июне 1941 года в составе 18-го танкового полка они использовались для переправы через реку Буг в начале операции «Барбаросса».
После этого они использовались как обычные танки. Вассерфаль. Вассерфаль – водопад, первая в мире зенитная управляемая ракета, создана в 1943-1945 годах. В Германии. Реактивный двигатель работал на топливе, вытесняемом из баков сжатым азотом. Ракета стартовала вертикально вверх со специального пускового станка, аналогичного Фау-2, после чего наводилась на цель оператором с помощью радиокоманд. Ракета была способна поражать цели на высоте 18 км 20 и могла быть развернута для боевого дежурства. Разработка ракеты была успешно завершена, но производство этих ракет в Германии не было начато ввиду окончания войны. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.